Привет! Я дала себе обещание, что я буду снимать чуть больше видео, чем раз в полгода. И я хотела сначала делать по видео хотя бы раз в неделю, но этого явно не случится. Но хотя бы раз в 2 недели. Так что я решила снять, как я пойду сегодня типа пленерить. Так что это что-то вроде влога. Я сначала хотела пойти с этюдником, но мне прогноз погоды сначала обещал, что сегодня будет солнечно, но солнечно сегодня не случилось, а я и так... мне и так нужно очень много усилий на то, чтобы с этюдником обратиться как-то и его с собой потащить. Я еще буду стесняться, потому что все будут как-то смотреть и думать, а что она там делает. Короче, я решила, что вот будет солнышко, и я пойду с этюдником. А пока я не знаю, пойду с чем, надо будет еще подумать. Ну, типа, сейчас еще осталось штаны надеть. Извините, очень нужно. Ладно, хорошо, не трогаю. Эту. Осталось нарисовать еще одну. Мне так холодно, мне сейчас руки отвалится, кошмар. Нет, я не могу. Короче, совсем замерзла. Сейчас я пойду погреюсь в кафе. Может быть, еще что-нибудь нарисую. У меня какие-то 2,5 жалкие зарисовки, как-то не прикольно, по-моему. Гоните меня и насмехайтесь надо мной, но в итоге получилось вот так. Короче, я должна признаться самой себе, что я просто трусишка в обсиканных штанишках. И те цветовые соотношения, из-за которых я хотела пойти пописать красками, они никуда в пасмурную погоду не делись, и погода сегодня даже была не такая уж и пасмурная. Короче, надо будет завтра прийти, все-таки пересилить себя, взять этюдник и пописать. Но я очень стесняюсь, мне очень страшно, что ко мне кто-то подойдет и будет что-то говорить. Что? Спасибо. Спасибо, кот, спасибо. В общем, я хотела сказать, что так как сегодня выглянуло солнце, у меня больше нет отмазки для того, чтобы не идти с этюдником, поэтому сегодня я попробую это сделать.
Вот мать с сестрой надо мной хихикали из-за моего гигантского рюкзака. Кто теперь будет смеяться, а? Сейчас, как я сюда напихаю вообще все. Мне кажется, мне бы сюда даже и тюдник в него влез, но я боюсь запачкать рюкзак, потому что он новый, и тюдник нет. Боже мой, я так не хочу. Я не знаю почему, я очень нервничаю. Да, это не застелена кровать. И застилать я ее не буду. Еще я купила пастель вот такую. Не знаю, может попробую ей что-нибудь нарисовать. У меня просто, блин, у меня бумаги нет для пастели. У меня вся бумага гладкая. Не знаю, посмотрим, что получится. Возможно, я вообще ничего не сделаю и пойду домой в слезах. Да. Я поняла, что я даже во многом боюсь с этюдником идти. Не столько даже того, что кто-то будет на меня смотреть, а потому что у меня есть страх, что у меня не получится нарисовать хорошо, и получится, что я просто так тащила этот странный 3-килограммовый этюдник. Меня это не устраивает. Ладно. Получается не очень. Я просто жесть как замерзла. Доделать это месиво буду уже дома, потому что я капец как замерзла. Короче, пленэр 1, я 0. Сейчас буду отмывать куртку. Резюмируем. Акрил с пухляка при помощи щетки и дегтярного мыла отмывается хорошо. Я просто жесть как замерзла, тем более, что я еще и у реки стояла. Я вот думаю, может быть, сейчас опять выйти порисовать, но скоро уже стемнеет, уже почти 3 часа. Надо думать. По итогу, естественно, ко мне никто не подходил. Ну, вернее, не естественно, ладно, вчера ко мне подошел дядька. Ну, в общем, я зря переживала, как обычно. И я просто в последнее время много думаю о такой штуке. У меня, знаете, часто бывает какой-то порыв что-то сделать, но я не делаю. Я как-то откладываю на потом или еще, не знаю, нахожу миллион причин, чтобы не делать. И я для себя поняла, мне кажется, это один из способов бороться, наверное, с прокрастинацией. Как только у тебя появляется порыв что-то сделать, встать и пойти сразу делать, потому что, ну, я по себе знаю, по крайней мере, у меня так бывает, что если я хотя бы там на несколько дней или там даже на пару часов я себе скажу, ну, давай пока отложим, то я, скорее всего, в итоге просто ничего не сделаю. Поэтому я сейчас поела, чай попила, наверное, может быть, пойду еще. Я не уверена, что я порисую именно, но, по крайней мере, погулять я точно хочу сходить.
По-моему, я ничего не порисую. Блин, я сдаюсь. Пленерный артист из меня не очень. Я нарисовала тут человечков. В общем, я проснулась, а там темно и холодно. Снова пасмурно, по-моему, опять пошел снег. Он, по-моему, все еще идет. Я не знаю, как я сейчас пойду рисовать. Настроение не идти рисовать. Со вчера у меня осталось. Не думаю, что у меня нормально это получится, но... Я сижу сейчас на мокрой скамейке, у меня жопа замерзла, пиздец просто. Я хочу дорисовать эту штуку. Блин, еще, короче, ко мне подошел мой одноклассник, и они, оказывается, нашли мой ТикТок. Это кошмар. Я просто... Никто из смертных, никто из ныне живущих не должен увидеть мой ТикТок. Страх свой победила. Блин. Страх свой победила. Победила, значит, теперь можно больше никогда к краскам не прикасаться. Нет, я бы на самом деле и порисовала красками тоже. Просто очень холодно. Во-первых, долго на одном месте стоять. Во-вторых, все-таки бандуру это тяжело тащить. Плюс из-за того, что у нее, короче, когда его несешь, у него же вот эти алюминиевые ножки, у этюдника в смысле, и они очень сильно замерзают на холоде, что логично, потому что металл как-никак. И очень холодно от него. Так красиво, так нравится. На телефоне, наверное, не видно, как красиво. Я думаю, чего бы еще порисовать? В принципе, довольно тихо, никого нет. В общем, пока что получилось вот это, в принципе, как будто бы не очень ужасно, хотя его еще нужно доделать. Решила попробовать быстренько что-нибудь нарисовать пастелью. Надеюсь, у меня... О, нет. Надеюсь, у меня не отвалятся руки. Но это не точно. Разломать эти руки. Так удобнее. А, нет. Или ладно, сейчас попробуем. Боже мой. Так, жалкое подобие. Неповторимый оригинал. О, господи. Ладно, вот теперь мои полномочия точно все. Я оправдаюсь тем, что мне просто пальцы очень замерзли. Дело исключительно в этом. Так, что я могу сказать про зимний пленэр? Наверное, то же самое, что и про летний, а именно, что нужно больше практиковаться, чтобы что-то получалось. И вот это моя нелюбимая часть.
Я нарисовала, получается, по 2 зарисовки за день, что довольно мало, но 2 зарисовки за день лучше, чем 0 зарисовок за день, с другой стороны. То есть в сумме получилось 6 штучек, и я попробую как-то довести до ума, не знаю, посмотрим. Да, еще мне кажется, что важно сказать, это если вы хотите пойти, но боитесь или стесняетесь, на самом деле, я не скажу, что всем пофиг. Ну, как бы люди там что-то посматривают, как-то вот проходят, пытаются заглянуть, что ты там делаешь. И часто бывает немножечко кринжово, потому что тебя как будто бы застают ровно в тот самый момент, когда ты рисуешь просто самую хреновую картинку в своей жизни. И обязательно у этого найдется свидетель. Но в целом, знаете, точно так же, как вы стесняетесь посторонних людей, им тоже стрёмно к вам подходить. Типа, и может быть, они бы, может, и хотели, но они засут, скорее всего. Ну, не все. Не все, но в целом, на самом деле, довольно все лайтово. Я не знаю, может быть, из-за того, что зима и как-то мало энергии, потому что вот я помню, летом часто случаются какие-то странные истории, какие-то странные люди к тебе подходят, но вот это такой лайфхак. Видимо, зимой они в спящем режиме, не знаю, или они как-то только когда тепло становится, из берлог своих вылезают, дрочильных, я не знаю, но в целом вообще не так страшно, как могло бы показаться. Поэтому ничего не бойтесь, кайфуйте. Ладно, вот теперь точно все. Всех люблю. Всем пока.